Ребята, привет! Поливаю свои растения, снимаю с верхней полочки. И, короче говоря, там у меня на верхней полочке живет вот такая хуя. Называется имбриката. Как я ее выращиваю? Это моя хуя недавно купленная. Я думаю, что где-то в начале весны или в конце осени. Ну, недавно, я считаю. В общем, это уже листик у меня вырос. Как она у меня живет? Как вы видите, такой контейнер. Внизу керамзит, я только что налила воды. Потом мох, хуя туда с корнями помещена. Помещен вот такой вот кусок коры сосны. И он, видите, в воде, можно сказать, стоит. Ну, влаги потихонечку ему, конечно, немного, но потихонечку влага просачивается в его структуру. И хуя имбриката выпустила у меня два усика. И вот побежала. Я ее немножко резинкой перехватила, потому что не хотела она держаться. Ну и думаю, потом этой необходимости не будет. И она выпустила маленький листик. Он был такой крошечный. И вот теперь этот листик вот так вот обнимает кусок коры. Под листиком в природе прячутся муравьи и продукты жизнедеятельности этих муравьев для хои очень крайне важны, и происходит такой симбиоз. Проживает эта хоя в Юго-Восточной Азии, так что она как бы нечастый гость в большинстве коллекций, но у многих есть. Напишите, как у вас она себя чувствует. Вот у меня приехала она с таким вареничком и с листиком. Но листик был маленький, но сейчас вот дорос. Ей главное, чтобы она имела опору, и тогда будут вот такие листочки. Листочки вырастают до 10 сантиметров. Она даже цветет. Требует влажность процентов 60. Ну, у меня... Какая у меня влажность, девочки? На данный момент у меня 40%. Бывает и меньше. Ну ничего, растет. Пока растет. И вот здесь у меня еще один. Где-то я видела зачаток листика, но я не могу понять. Но это вот самое начало его роста. Мне сначала даже показалось, что как будто он присох. Но, наверное, он просто еще очень юный, и поэтому такого кремового цвета. Листик растет со средней скоростью и впоследствии трансформируется вот в такую красивую. Я даже не скажу, что это черепашка, мне это больше напоминает ската. В общем, кто-то выращивает на блоке. Можно любой блок, деревянный, либо из корней папоротника, либо конструкция в виде сетки, в виде трубы. Вот так вот сетка трубой составляется, и туда помещается мох, и она вокруг этой конструкции растет, вьется и оплетает листиками. Листики ложатся как черепица друг на друга, но я пока этого не вижу. Вижу, что слишком большой шаг. Видите, вот где лист новый и где лист предыдущий. Видите, ну большой шаг. Ну посмотрим, что будет дальше. Я пока планирую остановиться вот на таком сооружении. А дальше будем посмотреть. Я планирую ее вот так вокруг наматывать, чтобы она прям покрыла полностью своими листиками эту деревяшку. Вот такая вот красотень из Юго-Восточной Азии. Ее листики, я вам уже говорила, служат домиком в природе для муравьев. Она эпифитная дамочка. Ну, прекрасно растет в наших условиях. Теплолюбивая. Ура, ура! Цветоносик открылся. Такой ароматный, такой классный. Этот цветет Калистофила калимантан. И вон там под листиком еще один цветоносик. Вау!
Посмотрим с другого ракурса. Вот такая прелесть. Хороша. Хороша, что здесь скажешь. Что листья, что цветы. Просто няшная. Внимание, внимание! Только показала вам днем распуск бутонов на хоечке вот этой красотки Калистофили калимантан. Прихожу сейчас. Здесь такой, знаете, такой сложный аромат интересный. Думаю, кто еще? Финлейсони пока нет. Только бутоны вижу. Думаю, может, Акута? Нет, у нее такой интересный цветочный запах. Думаю, ну кто еще? Это манипуренсис, она давно открылась, но я аромат не чувствую. И что вы думаете? Вот этот дуэт Клеменсиором. Клеменсиором тоже открыл, вот только что, вот первый вечер открыл свои цветочки Клеменсиорум. Представляете? Ох, я бы, конечно, их поставила рядом, но не могу. Но покажу так. Вот. Кто вам больше нравится? Здесь вот такая прелесть интересная. Не повернешь, не развернешь. Ну, в общем-то, вот так. Посмотрите на эту красоту. Да? И на фоне листвы, конечно, могу себе представить, как на острове Сабах все красиво и благоухает. Ну и вот эта красота. Ну, похоже, но не совсем, но похоже. Это Индонезия, она у меня постоянно цветет, в отличие от Ачиха. Индонезия всегда, пожалуйста. И знаете, что я вам показывала? Вот набирает еще второй цветоносик. В общем, посмотрим. Посмотрим. Ну, вот какие-то такие нотки интересные у каждого вида при цветении. Но все равно, знаете, вот красота неописуемая. Просто вау. Просто вау. Я прям молчу, потому что это невероятно красиво. Какой-то такой, знаете, сладенький, даже не сладенький, кисленький ароматик где-то вот в этой зоне. Я его тоже ощущаю. И мне кажется, что это вот, да, это она. Хишкелиана варигата. Цветет там одна корзиночка, там одна корзиночка. И этого достаточно. Посмотрите, как будто вот, да, ягодки такие, чтобы все пространство наполнить вкусным таким ароматом. Аромат похож на такой, знаете, как будто кто-то пролил йогурт. Ну и продолжают растить свои корзиночки. Они вот такие уже. Это ротундифлора. Сейчас хочу ее полить, девочки, потому что обнаружила, что она у меня просохла. Вот у нее один цветонос и второй. Розовеют эти бутончики. Да, красота. Там сейчас за ночь, смотрите, какие бусинки. Откроют свои все уже, наверное, бутоны. Моя, как она называется, инфлата. Я вам скажу, второй цветонос облетел, потому что был сквозняк, и цветонос с корзинкой бился об алаказию. И все. И все. И цветочки на втором цветоносе, бутончики опали. Посмотрите, какая красота здесь.
готовится к цветению. Тут вот уже, я думаю, что завтра она откроет вот эту корзинку. Акута, кстати, она интересна аромате, таким цветочным. Я бы даже сказала, вот парфюмерным таким ароматом. Если у этих красавцев все-таки больше, я слышу, специй, здесь вот какие-то интересные специи, а здесь именно специи и цитрус. Вау! Красота, красота, красота. Так, ну и там каудаты собираются цвести. Посмотрим. Уже пообрезала, уже стоп черенкования. А чех все, уже не черенкую. Вот новый лист, новый ус растит. Он такой голенький. Но вот я сегодня увидела начало жизни нового листика. Видите, какой он в начале? Такой маленький. Это ачех растит. И пока больше на протяжении всего узла я ничего не вижу. И вот он здесь творит. То засушивает, то продолжает, что-то там вытворяет. В общем, и здесь моя красавица Gold или Orange Flower Хоя, ну, которая каудата. Вон она, вон она, вон она. На заднем плане вы видите. Так вот, она уже здесь у меня оплела. Ой, надо листик подвязать. Я его подпирала, но что-то он опять сложился. Фаленопсис, но он не обиделся. И после того, как отцвел, я срезала цветоносы, два таких шикарных цветоноса, он дальше продолжил. В общем, ему здесь в этой компании нравится. И она вот его так тук-тук-тук-тук оплела. И смотрите, девочки, пошла дальше. И никак не угомонится. И, по-моему, аж здесь, на самом краю, цветонос. Это просто. Хои часто так делают. Выдают огромный ус, а потом на нем начинают делать красивое цветение. В общем, девочки, цветем и пахнем, пахнем и цветем. Всем всего самого наилучшего, но хочу еще глянуть, что там ундулата. Ундулата тоже стоп черенкования, новый виток цветения. Видите бутоны? Ундулата скоро опять будет цвести. Красавица, умница, прекрасная. По-моему, я один черенок срезала до вот этого узла с цветоносом, постоянно цветущим. И все. Пока не черенкую, я хочу дождаться где-то выход нового направления роста. Всех обняла. Девочки, еще не все. У меня же цветет тут красавец сигилатис, который постоянно цветет, и он таки постоянно цветет у меня здесь на южном окне. Вот цветонос тут немножко неудачно расположился, и он уже отцветает, вот падает. Сейчас я его сниму. Но это не беда. Есть еще один. Вот. Вот сигилатис ах 001, да? Ах 001. Вот так красиво цветет. Я уже вам показывала не однажды, не единожды. Но он, конечно, вау, красавчик. Она без запаха. Ну, сигилатис обычный цветет такими похожими, ну не совсем такими, но такими оранжевыми цветочками. Я, честно говоря, думала, что раз это один вид, то будет и похожее цветение, как у большинства хоек. Нет. Здесь как-то вот все-таки вот это вот конкретное какой-то гибрид все же. Сигилатиса с кем-то, надо почитать с кем. И вот у него совсем другое цветение. Принцип тот же, но цвет цветочков ну, не такой, как у обычного сигилатиса. Напишите, девочки, у кого сигилатис есть варигатный, альбомаргинатный, серебряный, или как они там называются, тоже вот так же цветут, или как обычно сигилатис. Аж интересно. Но этот вот так цветет. Красавчик.
Гляньте на это. Прелесть. Ну как можно не любить хоечки, девочки? Эти мимимишные фонарики. Есть своя прелесть и у этого растения.